Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. Тема нашего расклада — новое знакомство, новые отношения, мужчина на пороге. Итак, мои дорогие, давайте начнем. У нас один вариант. Если слышите в начале расклада, что информация резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант, другое видео. Итак, давайте посмотрим. На рунных картах вы сейчас и энергия мужчины, который идет в ваше непосредственно пространство. Ой, прям как захотелось мне перевернуть, знаете, захотелось перевернуть. Хорошо, давайте будем смотреть. Итак, вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Вы прямо страсть. И вы знаете, что по этим картам я вам скажу, что именно такой страсти, именно такого огня не хватает тому мужчине, который идет в вашу жизнь. Потому что у него очень такая, знаете, он очень устойчив. Он очень устойчив. Если женщина — это прямо страсть, вы привнесете страсть в его жизнь. Вы привнесете активность, стремительность, вдохновение в жизнь этого человека. Вы действительно женщина, сейчас это энергия, стремящаяся вверх. Это действительно желание общаться, желание отношений. Вы роскошно откроетесь вообще в отношениях с этим человеком. Возможно, то, что сейчас, скажем так, находится где-то в глубине души, в спящем состоянии, вот рядом с этим мужчиной, оно просто приобретет энергию огня. Очень-очень красиво вы откроетесь в отношениях с этим человеком. И я вижу, что ему вот не хватает вот этой страсти. Он очень такой фундаментальный, он такой, знаете, человек, который строит, знаете, день за днем, терпеливый, устойчивый, где-то много работает, усердно работает, выстраивает вот свое будущее. Это такой человек, с которым вот как за каменной стеной действительно. Ни в чем никогда не будете нуждаться. Вот его цели, вот он день за днем, камешек за камешек, он выстраивает свое будущее. Очень целеустремленный и интересный мужчина. Ну, давайте посмотрим. Почему-то вот так сегодня, знаете, пошел расклад. Но я вижу, что да, действительно, идет партнер, который будет вас подпитывать. Даже вот так. То есть ваши энергии, вы как и нужны друг другу. И вы будете привносить в жизнь друг друга вот нужные энергии. Вы сейчас, давайте посмотрим, вы сейчас в сегодняшнем дне. Вы человек, который может согреть, а может и обжечь. То есть у вас энергия действительно достаточно. Вы очень энергетически ресурсный человек. Теплый, но можете обжечь. Если приблизиться слишком где-то можете прямо очень болезненно. Давайте будем смотреть. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, вы что решила, вот так должно быть. Вот такая вот ситуация. Вы знаете, я бы даже здесь сказала, что ваши планы, ваши желания, они реализуются. Они вот, знаете, как на пути к своей реализации. На сегодняшний день я вижу, что вот с прошлым просто вот как, знаете, вот по тузу мечей отрезала и все. И все, и говорить я там не хочу, и как-то это все осталось вот позади. Это какие-то опавшие прошлогодние листья, это все уже неинтересно, это все уже все, да, осталось позади. Хоть я вижу, что человек, с которым у вас закончились отношения, он все-таки, знаете, как-то за вами следит. Почему-то он очень, так, знаете, где-то злится, да, и понимает, что вот какого-то другого шанса, второго шанса вы ему давать не собираетесь. Вот здесь идет ситуация, вы отсекаете быстро прошлое. Возможно, оно где-то еще тянет, какие-то мысли у вас возникают, какие-то воспоминания у вас возникают, но вы отрезаете человека энергетически и можете уйти из отношений, даже любя, если вы видите, что вам лезут на голову. И этим самым вы обжигаете. То есть вы понимаете, что вот человек начинает воспринимать ваше тепло как должное, воспринимать вашу страсть, вашу любовь вот как должное, и вы начинаете отстраняться. Здесь очень может проходить момент, что вы на предупреждение идете, да, вы как-то не ждете, когда не
не тянете, да, не тянете человека. Человек должен идти с вами по своей воле, по своему доброму желанию, по своей любви. Он должен идти рядом с вами. Но если вам уже приходится человека за собой тянуть, где-то он не успевает, и где-то он желает валяться на диване, а не достигать чего-то, вот вам такое не подходит. Вы очень стремительный человек и желаете в своей жизни прожить красочно свою жизнь, прожить красиво свою жизнь, а не так вот, знаете, тлеть угольками. Вы хотите гореть, вы хотите любить, вы хотите страсти, огня, и очень может быть, что где-то, когда вам в человеке не хватает уже энергии, не хватает в мужчине, да, потенциала, это проявляется, знаете, таким вот пофигизмом каким-то, да, вот эта ситуация, а вы сразу начинаете отдаляться. И вот этот какой-то пофигизм, ничего не хочу, никого видеть, ну вот как какая-то, знаете, бездейственность, она вас вот отталкивает от человека. На сегодняшний день ваше состояние, ну вот ресурсный человек. И я вижу, да, что вы очень так отзывчивы, но к вам нужно натоптать дорожку. Вы должны видеть, что человеку стоит давать этот шанс, стоит перед ним открываться, стоит вкладывать в него свою любовь. Ну давайте посмотрим еще. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, у вас могут быть сейчас какие-то вопросы по материальному плану. Но, знаете, не хватает как бы финанса на хотелочку, на то, чего очень хочу. А вот как-то, знаете, ресурс какой-то распределенный у вас, а вот на хотелочку какую-то не хватает. Возможно, вы о чем-то мечтаете, к чему-то вот такому прямо действительно стремитесь к яркости в жизни. И здесь вот не хватает ресурса. Не хватает ресурса. Давайте посмотрим еще, да. Вот не хватает ресурса где-то на мечту, но он придет, этот ресурс, он появится. И очень вероятно, этот ресурс появится на осуществление ваших мечтаний вместе с другим человеком. То есть на совместную реализацию мечтаний и желаний. Но действительно я вам скажу, что ваша жизнь станет ярче, станет более разнообразной, какой-то вот... прямо как много солнца, как много солнечных погожих дней, да, вот в вашей жизни будет. Интересно. Давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Вы знаете, вот сказать, что вы человек, вот вроде бы я вижу, да, как человек желает комфорта, желает вот на эти свои хотелочки каких-то материальных благ. Но сказать, что вы человек меркантильный, абсолютно нет. То есть все равно любовь на первый план, все равно чувства на первый план. И действительно, вы готовы уходить из каких-то отношений, вы готовы очень много оставлять, если вы идете вот к лучшему, если вы идете в новое, в новую любовь, если вас материальное особо не остановит. И здесь, конечно, проходит ситуация, вы воспринимаете успех человека как его энергию. И вот успешный человек, у него и особенная энергия. И я вижу, что вот вы идете не на материальные блага, вы идете на энергию человека, вас привлекает энергия успеха, энергия вот человека, который что-то добивается, стремится, да, решает какие-то важные вопросы. Это интеллект, это умение коммуницировать с людьми. То есть вас привлекают успешные мужчины. И это очень-очень понятно. Так заложено, да, что человек желает лучшего. Но сказать, что вы тянетесь на материальное, что вы меркантильны, абсолютно нет. Вы желаете вот это, да, вот как контактировать с человеком, который стремится, который желает, потому что вы такая. Потому что вы такая. И действительно, я вам скажу, что очень может быть, что вы сталкивались с ситуациями, когда у вас хотят пригреться на ваших коленках, когда хотят пригреться где-то, знаете, у вашего костра. То есть я, вероятнее, скажу, что вы очень даже человек, который умеет заработать, который умеет распорядиться финансами, который умеет хорошо выглядеть при своем материальном доходе.
Но вам прямо вот как не хватает на вот эту хотелочку. Вам нужен человек, который вот, как знаете, немножечко вас приподнимет, да, так вот возьмет вас на руки, который достанет вам золотое яблочко, который будет исполнять ваши желания. Даже не потому, да, не из-за меркантильных каких-то желаний, да, что вот эти финансы, вот, нет, а потому что вы достойны, да, как бы вам хочется понимать, что для этого человека вы достойны лучшего. Это ваш уровень. Это ваш уровень. Я вижу, действительно, женщина достойна лучшего. Она это осознает, она это понимает, она это принимает, что она достойна лучшего. Но, возможно, вот на сегодняшний день, да, вот как-то отсекаю те моменты тех мужчин, которые, по сути, пригреваются возле меня, которые больше берут, чем могут, да, вот дать ресурса вам, которые больше берут энергии, чем могут дать вам ресурса. И здесь, конечно, есть желание вот такого человека в энергетическом плане сильного, стремительного, где-то человека, который находит выход, который находит возможность, который не сидит, знаете, и не обвиняет весь мир вокруг себя, а сам сидит в вот этих растянутых спортивных штанах и в майке на диване, и вот кипяток из чайника лакает. Вот вам вот это не ваше, это не ваш уровень. И здесь даже есть вот это понятие: я достойна лучшего, я хочу лучшего мужчину в свою жизнь. Ну давайте посмотрим еще, да, вы сейчас, в сегодняшнем дне, вот она. Она сильная, она мощная. Вы действительно парная женщина. И вам нужен вот этот лев. Вы можете его вдохновить. Вы можете быть достойной партнершей вот рядом с таким человеком. С человеком, который вот прямо и будет защищать, и для вас будет очень много чего делать. Вы входите в партнерские отношения в прямом смысле этого слова. В любовные отношения. Вы соединяетесь с человеком, но не теряете себя, не теряете. Да, вам нужен такой вот человек, который добивается, и вы его усилите. И вот здесь прямо проходит момент, что именно такой мужчина у вас на пороге. Именно с таким человеком у вас произойдет знакомство. Да, вам к этому знакомству может произойти еще какая-то, знаете, вот любовная история. Вот мне прямо проходит такой момент, что перед тем, как вы встретите вот этого мужчину, у вас будет какая-то еще любовная история, и очень возможно она будет где-то интригующей. Но тем не менее, когда вы встретите вот этого человека, который идет к вам, это будет именно то. Вы прямо друг друга будете усиливать. Вот вы ему нужны. Ему нужна вот эта страсть, ему нужен вот этот толчок энергетический, который действительно вы можете привнести в жизнь этого мужчины. Давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Вы сейчас, ваше состояние сейчас. Вы сейчас, старший аркан Солнца. У вас все получится, у вас все получится. И я вижу, что вы как-то без сожаления оставляете что-то вот позади. И будь что будет, да. И вот как бы с одной стороны я вижу, что вас привлекает успех, а с другой стороны, что ничем материальным вас никто не удержит. Вам нужны чувства, вам нужна любовь, вам нужна вот эта энергия. И как-то вас привязать, как-то вас на какие-то обязаловку какую-то вот вас привязать не получается. Но я вижу, что от вас оторваться невозможно, что о вас забыть невозможно. Как-то предыдущие отношения вы отсекли как-то очень резко и, возможно, неожиданно для того мужчины, который остался позади в вашей жизни. Он где-то сердится, он где-то очень недоволен. Совсем он не хотел вас отпускать. Но я вижу, что уже как-то его песенка спета. И на сегодняшний день вы действительно готовы идти в новое, идти в лучшее. Это очень эффектная, это очень яркая, красивая женщина, полна энергии, полна любви, полна страсти. И здесь, знаете, каким-то затухающим энергиям вот вообще не место. Но давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Такая бойкая, вот против всего мира. Островата на язычок. Очень хорошо женщина выглядит, вы действительно привлекаете мужчин, и вот эта карта, она мне, знаете, фанила. Очень может быть, что у вас вот в наблюдении за вами есть некий мужчина, который вот прямо, он
Он не то, что даже следит за вами, он прямо как где-то рядышком с вами, он хочет с вами отношений. У вас такое есть пространство. Есть такое пространство, что-то он, знаете, на этом канате никак не решится, что-то он удерживает некий баланс. Но я вам скажу, что он не зря сомневается, потому что я вижу, что это будет как для вас как некое приключение, да, как некий такой очень интригующий момент. Вам будет приятно вот некое внимание от этого человека, но это не совсем то, не совсем то, что вам нужно. Вам идет совсем, знаете, другой человек. Да, но вот он как-то очень хочет с вами отношений, но никак вот не может решиться. Вот это ваше окружение вот сейчас. Ну хорошо, хорошо. Сейчас покажи еще, что там происходит. Ну вот одна. Несмотря на то, что, знаете, вы как очень пристально смотрите, очень мудро рассуждаете и понимаете, пока я вот так вот размышляю мудро, это не то. Пока я вот логически вот все размышляю, нужен он мне, не нужен, это не то. То есть вы хотите где-то некой спонтанности, некого, знаете, зова душевного, метаморфоз душевных, такой вспышки яркости, хочется яркости в жизни. А вот такая, знаете, рутина, это не ваше, это вы это прошли, вам это не понравилось, что называется. И на сегодняшний день я вижу, что вы очень цените свое свободное состояние, свою волю. Очень может быть, что какие-то отношения предыдущие, там где-то человек хотел вас, как знаете, загнать в какие-то ограничения, а вас в коробочку, знаете, вы не помещаетесь в коробочку, вам там не нравится, вы не будете в каких-то таких отношениях, где вас давят. Вот это не ваше. Вы, знаете, какая-то свобода в отношениях. В плане том, что вас воспринимают такой, какая вы есть, вас не хотят менять. А здесь что-то было, да, что-то вот человека или не устраивало все время, что-то он такой, какой-то вот мне проходит, что-то гундит все время. Какой-то скучный он в какой-то момент стал каким-то скучным для вас. И я вижу, конечно, что какие-то ухажеры есть там вокруг вас, возможно, даже и выбор какой-то есть из этих мужчин, то есть вы очень обаятельная женщина, но вы не спешите как-то вот, у вас своя дорога. Понимаете, что пока, если я размышляю, если я вот так вот, нет вот этой вспышки, он что-то там хочет, не хочет, что-то проявляется, не проявляется, значит, это не совсем мое. Значит, это не совсем мое, а впереди у меня любовь. Впереди у меня вот это чувство, когда смотришь в глаза этому человеку и понимаешь, что вот оно настоящее счастье, вот тот человек, с которым хочу быть. Ну что ж, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше, давайте посмотрим, в каких энергиях мужчина идет к вам, в каких энергиях, что это у нас за мужчина. Но я вижу, что очень, знаете, такой момент, этот человек может быть связан с какими-то продуктами питания. То есть это может быть торговля, очень может быть сфера занятости этого мужчины. Это может быть ситуация строить что-то, да, это строительный какой-то бизнес, возможно, это торговля недвижимостью или в общем недвижимостью занимается может человек. Но по сути он создает определенное тепло и комфорт. Человек очень таких прекрасных энергий, очень общительный, действительно он умеет заработать денежку, оно ему идет, оно, как знаете, капает регулярно, вот прямо денежка идет, хорошим бизнесом он занимается, такая, знаете, сфера деятельности, которая приносит пользу людям, приносит хорошие очень эмоции людям. То есть очень не проходит момент, возможно, у этого человека, он может быть что-то вот в сфере питания может быть занят. Очень возможно, что этот человек сам по себе хорошо готовит, очень такой приятный мужчина. Давайте посмотрим. Итак, покажи нам этого мужчину. Ну вот борец. Несмотря на вот этот свой такой где-то отзывчивый характер, это мужчина-борец. И знаете, он как бы показал уже себя. Очень вероятно, что человек работает, вот много контактов, много мужских энергий, то есть, возможно, это такая сфера деятельности. Мужчин много вокруг него, какая-то и конкурентная борьба присутствует, но он вот знает свое, он непоколебим, знаете, такой вот мужчина, очень вероятно земных стихий,
И он как упрется, знаете, там очень тяжело как-то уже переубедить или переломать этого человека. Нет, нет, этот человек очень в себе уверенный, очень силен. Да, на сегодняшний день он уже показал, что он сильнее других, он где-то вырвался вперед. У него очень хорошие перспективы вообще в карьере, в работе, в делах. Здесь, конечно, вот эта руна, она показывает на человека-создателя, на человека, который в перспективе может иметь свое дело или уже имеет свое дело. Он что-то как выстраивает, строит, да, строит свое будущее. Стабильный человек. Я вам вообще скажу, что очень стабильный, очень интересный мужчина. Итак, покажи нам. Вы знаете, он прошел через очень так, вот как оглянулся назад, и ну вот как возврата в прошлое там нет. Тяжелые какие-то периоды в жизни у этого человека были, и вот эти тяжелые периоды, они и закалили его характер. Очень характерный человек, очень уверенный в себе мужчина. Да, у него есть вот эта сила, знаете, где-то и повысить голос, возможно, знаете, на подчиненных. У нем есть сила вот этого жизненного опыта. У него есть сила жизненного опыта. В какой-то в своей мечте, да, он не останавливается, он идет вперед, вперед, вперед. И так, как было, уже не будет. Он движется вперед. И здесь, конечно, девочки, проходит момент, что человек, возможно, который вышел из отношений, возможно, на сегодняшний день очень вероятно, что он один. И карта звезда показывает, что да, он очень много у него общения, но чувство одиночества, оно присутствует в этом человеке. Этот человек очень где-то, возможно, и амбициозен. Он перед собой ставит очень высокие цели. И действительно его желания исполняются одна за одной. Но исполняются они, как идут через труд, идут через его руки. Исполнение его желаний в его руках. И здесь проходит момент, что так, как было, не будет. То есть какие-то предыдущие отношения, они действительно у него как завершились, там уже возврата ну вот нет, там уже свои какие-то проработки, свои какие-то нюансы. Это все осталось в прошлом. Давайте посмотрим еще. Сейчас этот человек. Вообще-то ему, знаете, как благосклон мир к этому человеку. Он сейчас, в сегодняшнем дне, он желает вот отношений, вот это ему нужно, ему не хватает вот этого тепла, знаете, вот какая-то борьба жизненная бесконечная, и вот как один, знаете, во всем мире чувствует себя одиноким, так как было, не будет, то есть там осталось все позади. И на сегодняшний день как иду к новым вершинам, но один, и мне как холодно, да, то есть чувствуется одиночество в этом человеке. Очень хочется тепла, очень хочется отношений, любви. И вы знаете, такое ощущение, что есть вот этот дом, есть сила построить этот дом, есть сила вот привнести богатство в семью. Но вот пока что вот нет вот того человека, рядом с которым не только отогреется, да, тело, рядом с которым отогреется душа. Потому что вот действительно вот этого момента не хватает. Итак, вообще-то я вам скажу, в отношениях человек очень тепло вот тепло он открывается в отношении, очень такой любящий мужчина. И вот только посмотрите, ему так сейчас как бы холодно, внутренний такой какой-то холод, в нем не хватает тепла. И вы как огонь, вы ему нужны, вы ему необходимы. Вы этому человеку действительно нужны. И здесь, конечно, проходит момент, что этот человек как буквально, он как ищет вас сейчас. Он вас встретит, он сразу как-то вот будет реагировать, будет действовать, и сразу вы ему очень понравитесь. Сейчас, давайте посмотрим. Вот какая-то прямо конкурентная борьба сейчас вот по жизни. И он за свою любовь, он будет бороться. Знаете, не только вот как-то принимать то, что будет приходить, но и бороться он будет за свою любовь, будет стараться. Вот знаете, какая-то у него сейчас борьба с подлыми людьми. Вот какая-то борьба с какими-то людьми, которые как-то вот все время на чеку, все время поджидают, как бы его обойти, как бы с ним. У него непростая жизнь. Я вам скажу, что вот мне так вышел, знаете, такой доброжелательный человек, который
такой доброжелательный хозяин, да, который и гостей принимает, который и как-то вот готовит, возможно, потому что вот в нем прямо вот это есть. Но у него вот сейчас прямо такой, знаете, какой-то период, вот как холодно, и все время какая-то борьба с подлыми наглыми людьми, как оборону какую-то держит этот человек. Очень может быть, что вот у него прямо свое дело, потому что я вижу, что он как в стремлении отстоять, да, то, что у него уже есть сейчас. Если это может быть действительно очень хороший подъем по карьере, то есть если он работает, может работать на очень каком-то большом предприятии, где много людей, или может иметь свое дело. И там какие-то, знаете, вопросы, какие-то нападки, вплоть и какие-то власти, и какие-то, знаете, бандитские какие-то моменты, да, и вот нужно вот отстоять то, что у тебя уже есть. Чтобы приумножить его, нужно отстаивать свое. И такой какой-то вот жизненной суеты ее хватает. И очень не хватает поддержки, как бы холодно, да. Нет с кем, не с кем даже вот как-то отогреть свою душу. Вот здесь есть вот такой момент. И я вижу, что у него сейчас прямо какой-то вот непростая такая ситуация вообще в жизни, какая-то борьба с подлыми людьми. Здесь даже может проходить, что начинали дело как-то, вот какие-то были у него компаньоны, а вот на сегодняшний день как бы какая-то как разъединяется они, как он отходит в сторону, как свое хочу иметь, да. Вот здесь вот такая ситуация. И ему приходится прямо как в борьбе быть в обороне, быть все время начеку. Ну, я вам скажу, мужчина, конечно, эффектный. Он интересен собой, очень даже. Здесь, конечно, проходит момент, ему хочется вот этой женской заботы. И он прямо вот, ну, с удовольствием ее примет, вот эту заботу женскую. Какие-то, знаете, нюансы женщина вносит, мужчина, если мужчина в отношениях, он сразу меняется, он сразу, вот ему не хватает вот этой женской энергии. Он очень мужественный, действительно, вот посмотрите, мужчина сейчас один. Вот прямо ярко идет один, и какая-то суета жизненная, удары судьбы, какие-то конкуренты, подлые люди, которые вот все время что-то хотят потянуть от тебя. И здесь вот как в обороне человек стоит, и не хватает ему вот женщины, не хватает ему ласки, любви, не хватает ему вот как отогреть душу. Это мужчина очень действенный, действительно, лидерские качества, действительно, этот человек может управлять каким-то определенным коллективом, может иметь свое дело. Здесь прямо проходит сфера деятельности, вот что-то с продуктами питания. Возможно, это какой-то магазинчик свой, кафешечка, или что-то поглобальное, это может быть какой-то агрохолдинг, да, и этот человек занимает там определенную должность. То есть это что-то вот в этой сфере деятельности. Человек умеет заработать. И та сфера, где он работает, она какая-то вечная, понимаете? Это то, что не выходит из моды, это то, что не теряет своей привлекательности. То есть это какие-то моменты, что это нужно людям всегда. И здесь, конечно, проходит очень такой, знаете, человек по натуре своей. Да, он здесь в обороне, он может постоять за себя. Это очень устойчивый, очень твердый характер. Но человек сам по себе очень какой-то добродушный. Ну вот такой вот, приятный. Где-то открытый, где-то истосковавшийся по настоящих чувствах, по настоящей любви. Потому что здесь проходит момент, мужчина очень привлекательный. Я вам скажу, что это действительно человек выше среднего. Это такой ухоженный человек, да, он может носить какую-то очень аккуратную бороду или вот гладко выбрит, но он прямо за собой следит. Ничего лишнего, но тем не менее мужчина выглядит достойно. Интересный такой, знаете, в силе, где-то, ну, вот прямо мужчина, возможно, занимается так вот, поддерживает форму, ходит в спортзал или занимается вот спортом непосредственно. Но здесь есть момент, что, возможно, это какие-то вот... Он где-то, возможно, и профессионально занимался, вот в школе, там, вот в юношестве, да, возможно, занимался спортом. Такой спортивный мужчина, я вот так вот здесь скажу. Ну, давайте посмотрим. Материальный план этого мужчины сейчас. Так, материальный план. Ой, девочки, в полной мере. В
в полной мере. Этот человек имеет ресурс куда-то и поехать, и отдохнуть, и в другую страну, и попутешествовать. В полной мере вот финансы к нему идут. Более того, это такой, знаете, момент, как он видит, он выстраивает определенные связи. Возможно, это даже такой момент, как подключать ресурсы, да, вот как-то переговоры какие-то вести. Он умен, он очень умный мужчина. И вы знаете, вот прямо по девяточке пентаклей, вот финансы к нему идут. Финансы идут. Более того, этот мужчина действительно готов к серьезным отношениям. Ему нужна вот эта женщина рядом, ему нужно это. Это такой парный человек. И он действительно, знаете, вот, в ресурсе мужчина. Мужчина в ресурсе. Вот прямо как на денежку вышли все, вот вышел старший аркан мир и 3 пентаклевых карты. То есть там с финансами очень хорошо. Этот мужчина всегда будет при деньгах. И где-то там и в копилочке, да, что-то есть. И где-то в каких-то, возможно, и ценных бумагах, и в бизнесе вложены какие-то деньги, и что-то вот есть, какая-то вот подушка безопасности у него есть однозначно. Этот человек, он как бы в одну кошелочку, да, все яйца не складывает, то есть это человек, который как распределяет какие-то вот свои финансовые потоки. Здесь очень может быть хорошая недвижимость у этого мужчины. Вообще вот в материальном плане вот это богатый мужчина просто вышел. Мы спрашиваем на материальный план, и здесь вышло нам в полной мере, это богатый мужчина, который может обеспечить семью абсолютно всем. И здесь прямо ресурс, девочки. Ресурс не только вот в сегодняшнем дне, а ресурс в общем. Ресурс в энергетическом плане. То есть деньги этому человеку идут, он умеет их заработать. И здесь есть такой момент, знаете, не то, что ниточку ухватил, да, на гребне волны держится. Нет, этот человек прям занимается таким видом деятельности, что полезно людям, что нужно людям. Оно всегда будет вот приносить финансы. Всегда. И этот человек, он может организовать. Он может организовать людей, договориться как-то. Ну вот он такой действенный человек. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Этот мужчина, да, посмотрим какие-то тонкости характера. И я вам сразу скажу, что это очень такой, вот он себе что-то решил, он на что-то нацелился, его как-то переубедить очень сложно. Очень сложно. Действительно, вот вы посмотрите, да, у нас вот сколько вышло карт, и все, выходит момент, что вот он один. Он один идет. Ну хорошо. Как-то если рядом и есть, да, какие-то увлечения, это всего лишь увлечение, а хочется вот человека, с которым, да, к которому будет тянуться душа. Вообще-то мужчина, он готов, и есть все возможности для создания семьи, для создания вот надежных отношений. Этот мужчина многого не показывает. Вы знаете, что да, вот мне прямо проходит момент, что там и в копилочке, что там и там денежка, и тут денежка. Но он не кичится, да, это не тот человек, который из последнего, знаете, жилы из себя вытянет, купит самую дорогую машину и будет фраериться, да, будет девок снимать. Это человек, который вкладывает в какое-то что-то дельное, что-то нужное, что-то, да, вот что вот ему пригодится. И у него действительно может быть, да, вот то, что очень видно. Это дорогие часы, это вот хороший, дорогой автомобиль, но он не гонится за какой-то, да, картинкой. Это человек более такой, стоящий на ногах, вот такой фундаментальный мужчина. Давайте посмотрим тонкости характера, которых вам стоит знать. Ой, вы знаете, по тузу пентаклей. Ну, что здесь скажешь? Ну, вот туз пентаклей — это очень хорошая карта. Вот тонкости характера. И вот все идет, вот очень вероятно, что это мужчина вообще земной стихии. То есть ему прямо вот идут вот эти энергии, пентакли — это его стихия, и он в этой стихии добивается успеха, и он вот себя чувствует там комфортно, и вообще вот деньги ему идут. Тонкости характера. Он умеет заработать.
Он умеет заработать, и вот ему идут вот эти энергии, и бывают спады, бывают какие-то тяжелые моменты. Вот, например, как сейчас, человек в непростой какой-то ситуации, и он в борьбе, да, за лучшее. Потому что вот рядом с такими мужчинами всегда есть какие-то прилипалы, всегда есть какие-то вот конкуренты, какие-то сотрудники, какие-то вот люди другие, которые так или иначе, да, вот этот его успех как-то вот хотят потянуть. Но туз Пентаклей показывает, что он очень даже все осознает и понимает, какие люди ему выгодные, да, вот в работе, в делах сейчас, от кого отстраниться. Но все же этот человек, он будет очень прислушиваться к своей женщине. И он выбирает прямо такую умную, интуитивную, да, вот женщину, которая вот даст подсказочку. Для него это важно, он будет выбирать умную женщину. Для него это момент, да, каких-то вот выражений, вот этот момент его интеллект в женщине, это важно для него. И вот это состояние тепла рядом с женщиной, это важно для него. Когда женщина как бы вместе с ним, да, создает определенный эгрегор, вот я вам даже скажу, что с этим человеком прекрасно входить в семейные отношения, прекрасно. Здесь будет обеспечено, и вы будете обеспечены, и семья, и ваши дети, и как-то, если нужно кому помочь, вот он поможет, вот он такой вот мужчина, вот тонкости характера. Да, вообще-то я вам скажу, человек, который умеет быть защитником, умеет быть опорой. Ну, давайте посмотрим еще. По тузу Пентаклей ничего плохого сказать не могу вообще. То есть это действительно человек, которому идет удача в руки. Итак. Стремительный, быстрый. Вот что-то вот себе затеял, завеял, и все. И он уже в процессе решения, очень быстро думающий, интенсивный такой человек, быстро действующий. Да, ну вот прямо по колеснице. Он в пути к своему состоянию императора. Да, на сегодняшний день это путь к императору. Это человек-организатор, это человек, который держит в руках дело, да, который где-то держит в руках ответственность. Он берет ответственность за других людей. Руководитель по сути своей руководитель. И я вам скажу, что если на сегодняшний день это такой некий путь, да, к тому, чтобы быть колесничим, к тому, чтобы прийти в состояние императора, он этого добьется, у него очень большая перспектива. И где-то он в своем успехе, знаете, день за днем, он в очень активном движении. Справедливый. Разоружает, да, вот каких-то своих конкурентов. Он почему-то мне идет, да, он не вступает в какую-то схватку, скандал, он не вступает в какие-то в прямое противостояние, но он может обезоружить человека вот какими-то вот в деловом мире, да, какими-то вот шагами. Он умеет обойти. Он умеет обойти конкурентов, он умеет выйти вперед, он умеет, знаете, обойти со всех сторон. По сути своей очень хитрый человек. Где-то в своих делах он очень даже хитрый. Он очень даже умеет достигнуть своих целей. И я вам скажу, он не распыляется. Если он видит, что человек не ценит ресурсы, ему не нужно помогать, он помогать не будет. Он не будет со своей помощью лезть, там, знаете, с последнего. Это человек, который дает ответную реакцию. Если ты к нему хорошо, он и с тобой будет хорошо. Если ты начинаешь делать ему нервы, он и тебе нервы сделает так, что мало не покажется. Вот здесь так. И я вам скажу, что да, с этим человеком можно войти в очень классные отношения, но здесь нужно быть бдительным. Все по справедливости. Как вы к нему будете относиться, так этот человек будет давать отдачу. И он за вашу любовь, понимаете, он вам все блага мира. Но если он будет видеть какое-то, да, какие-то ухищрения, какие-то похождения, какие-то нечестные поступки, ждите вот в ответной реакции. Он терпеть не будет. Сказать, что это прямо такой терпеливый мужчина, который, знаете, согнет голову и будет... Нет. Он будет отстаивать свое. И он будет, если он приревновал вас, он будет эту ревность проявлять. Если вы дали повод, он будет эту ревность проявлять. Если вы...
к нему со всей душой, вы получите вот это в ответ. Но на какую-то хитрость, на какие-то ухищрения, на какие-то обманы, вот здесь будет ответная реакция сразу. Сразу. И здесь лучше мужчину предупреждать, что вы хотите куда-то с девочками погулять, куда-то сходить. Он предпочтет, знаете, какую-то компанию, давай вместе пойдем, да, вот такая вот ситуация. Он отпустит, но ему надо будет вас забрать. Вот здесь вот такая ситуация, чтобы он вас привез и он вас забрал, чтобы он все видел, чтобы он все знал и как-то был спокоен. Он не будет названивать, но он должен чувствовать от вас вот верность, он должен чувствовать любовь, и вы получите в 100 крат больше. Потому что этот человек, знаете, он понимает, что если женщина тебя любит, ты как будто бы ты не можешь отплатить материально. Ты не можешь, потому что это бесценное чувство. И сила женщины, вот любовь женщины, она очень этого человека будет вдохновлять и будет давать ему толчок на еще большие достижения, на еще большее обогащение. И здесь, конечно, мне кто-то скажет, все финансы, все о финансах, главное душа. Девочки, здесь просто я объясняю характер этого человека. И да, он способен заработать. Ему эта энергия идет. У него есть и контакты, у него есть и стремление, и желание. Итак, что вам нужно знать об этом мужчине? Давайте посмотрим, что вам о нем нужно знать. Он такой неизбалованная душа. Вообще. То есть он будет очень дорожить чувствами. Он сейчас прямо одинокий. Он будет дорожить любовью. Он будет дорожить настоящими чувствами. Но он победитель по жизни. Вот вам нужно знать, что это действительно человек-победитель по жизни. Что этот человек принесет в вашу жизнь? Что он принесет в вашу жизнь? Вы знаете, он как-то отгоняет ваши страхи. Вот он там, где вам кажется, да, возможно, неустойчивость какая-то по жизни, и вы как-то расслабленной станете рядом с этим человеком. Вот расслабленной и счастливой. Он отгонит ваши страхи. Он действительно как защитником будет для вас защитником. И вы с этим человеком будете в очень гармоничных отношениях находиться. Вы та женщина, которая ему нужна, да? Вы его королева, вы будете королевой рядом с этим человеком. И какие-то ваши страхи уйдут, потому что у вас прямо будет человек, который будет о вас заботиться. И с любым вопросом этот мужчина сможет разобраться. Действительно, вы с ним почувствуете себя счастливой королевой. Где-то этот мужчина будет вас баловать, где-то этот мужчина, знаете, будет вас буквально украшать и как-то радовать вас как женщину какими-то мелочами, какими-то украшениями, какими-то подарками, да, путешествиями вместе. Вы будете себя чувствовать любимой женщиной, которая действительно в гармоничных отношениях находится. Итак, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, как вы познакомитесь с этим человеком, как произойдет вообще знакомство. Вы знаете, я вот здесь прямо хочу взять вот эту колоду и посмотреть. Давайте посмотрим, как произойдет знакомство. Эта колода нам очень много сможет поведать. Итак, как произойдет ваше знакомство с этим человеком. Вы знаете, действительно, это новое. Это новый человек. Пока что его в пространстве нет вашем. Если вы даже вот как-то вот угадали, узнали, как-то вот какие-то ассоциации с определенным человеком сопоставили, я вижу, что это человек, которого вы будете изучать. То есть вы не знаете этого мужчину сейчас. Возможно, вы как-то пересекаетесь с этим человеком, но мало знаете друг друга, потому что вот здесь идет момент, что вы будете друг друга изучать. И я вам скажу, что здесь проходит момент, что эта встреча, она какая-то, знаете, как вас окружит со всех сторон. То есть этот мужчина с вами встретится, и он как-то будет, он уже как-то из вашего пространства не уйдет. То есть он не то, что там приехал и уехал куда-то. Нет, он уже появится в вашем пространстве, и он возле вас будет. Для некоторых может пройти это знакомство через как связующее звено. Это может быть через соцсети, это может быть через человека, мужчину, который вас познакомит с этим мужчиной.
Это может быть момент, как повышение квалификации, вы можете с этим человеком познакомиться, вы можете войти в новый круг, как-то на новую работу прийти, с этим человеком познакомиться. Вы можете как-то, когда, знаете, на будущее, мужчина, когда вас встретит, он как-то, знаете, вот эта карта обдумывает планы на будущее. То есть вы как-то сразу войдете в планы на будущее у этого человека. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Да. Угу. Семья. Вы знаете, что вас может познакомить даже кто-то из ваших родственников с этим человеком. Где-то в каких-то гостях, на каких-то день рождения, именинах вы можете познакомиться с этим. Это может быть как свадьба как у кого-то из ваших родственников, знакомых. Знакомство в семье. Вообще-то я вам скажу, эта моя карта может показывать, что этот человек вас познакомится с вами и как-то вот будет осознавать, что ну вот это оно, да, вот это она, та женщина, с которой хочу отношений, и отношений серьезных. Вообще-то я вам скажу, что вы как-то вот придетесь к его семье, то есть вас действительно очень так приятно примет его семья, потому что здесь будет не просто там знакомство, повстречались, у вас будет знакомство с его семьей. Вы как-то будете знать о нем очень много информации. Угу. Очень мне проходит, что это какое-то знакомство, как будут какие-то связующие, да, то есть вас познакомят с этим мужчиной. Это может быть действительно какой-то день рождения, это могут быть деловые какая-то встреча, переговоры, и вы можете с этим человеком встретиться. Вы можете быть в компании какой-то определенной, и этот человек будет в этом же заведении, как-то он может вас пригласить потанцевать, угостить чем-то, он начнет за вами ухаживать. То есть здесь очень проходит мне, что это будет какая-то, это не один на один, это какая-то вот как вокруг вас много людей. Но этот мужчина, он видит только вас. Да, и уже все, и уже не могу ее выбросить из головы. И боюсь упустить шанс и возможность на любовь, на отношения. Вот вы знаете, я вам скажу, что здесь желание обладать. Появятся чувства у этого человека сразу, после первой же вашей встречи. Очень вероятно, что здесь прямо вышла карта «Утро, день, весна». То есть здесь прямо выходит момент, что очень вероятно, что вы этого человека встретите этой весной. И действительно, ваша встреча будет где-то в обществе, то есть вокруг вас будут люди, вас познакомят, вы будете много знать информации. То есть это не так, что вы о человеке вообще ничего не знаете и вообще, да, ничего не знаете. Этот человек, вас могут познакомить, тот человек, который вот для вас серьезный, авторитетный, человек надежный. То есть эта информация какая-то вот достоверная у вас будет об этом человеке. И здесь проходит момент, что очень вероятно, что вас специально познакомят. То есть этот мужчина будет заинтересован с вами познакомиться. Возможно, он вас где-то увидит или как-то вот вас заприметит и попросит, чтобы вас познакомили. Здесь идет очень конкретный посыл от этого мужчины. И где-то он обратится за помощью. Познакомь меня с этой женщиной, с этой девушкой. А почему познакомь? Да? Почему сам не идет знакомиться, если на то пошло? Потому что если вас представляет человек, которому вы доверяете, это совсем другой уровень с самого начала. И здесь я вижу, конечно, что мужчина будет прямо с таким уважением к вам относиться. И даже ваша первая встреча, какой-то разговор, вот еще есть люди, как-то оно все так плавно развивается, плавно люди узнают друг друга, много информации, это будет весело, это будет интересно, это очень приятная компания. И если вас подружка тянет на какое-то, да, вот где-то посидеть, с кем-то познакомиться, обязательно соглашайтесь, обязательно. Давайте посмотрим еще, да? Первое впечатление этого мужчины вообще о вас. Давайте посмотрим. Вот первое впечатление мужчины о вас. Я возьму вот эту колоду. Первое впечатление о вас. Первое впечатление о вас. Как бы боюсь потерять время. Во-первых, я вам скажу, что действительно очень понравитесь, очень заинтересуете вообще этого человека.
у вас будет действительно вот какой-то такой разговор, что как вы рассмотрите друг друга, да, вы сможете поговорить, вы сможете как-то вот в обществе посмотреть, да, на этого человека. И я вам скажу, что да, вы ему прямо ну очень приглянетесь. Очень. И где-то этот мужчина будет как зависнет на вас, да, вот я прямо завис на ней, вот думаю о ней, вот просто потерял голову. И вы его действительно очень привлечете, этого человека, такая сильная, харизматичная, очень интересная, ваша внешность ему очень понравится, такая загадочная девушка, и у него будет очень много вопросов, но и у вас будет такая обстановка, когда вы сможете друг другу эти вопросы задать и узнать правду, да, без каких-либо обманов, без каких-либо, знаете, выюлить где-то. И здесь прямо вот идет такой очень искренний разговор. Здесь этому человеку прямо как хочется вам открыться. Вот такое вот душевное притяжение, такой истинный интерес по отношению к вам. И очень много вопросов этот мужчина будет вам задавать. Действовать прямо вот как вихрь, да, поднимется, действовать, нужно активничать. Здесь я прямо вот ярко вам скажу, что мужчина будет инициатором вашего знакомства, мужчина будет инициатором вообще завязать с вами, как-то сходить куда-то, вот узнать вас, очень много вопросов будет задавать. И вообще вы ему покажете чрезвычайно такой загадочный, интригующий, очень интересное. Вы об этом мужчине, ваше впечатление. Ох, я вам скажу так, вы будете, вот как-то, вот первое ваше впечатление, это такой мужчина-победитель. Он вам понравится, но я вижу, что вы вот как-то спешить вы не будете. Вам будет очень где-то интересно. Очень интересно. И, возможно, вам будет интересно, что скрыто. Что скрыто, да, насколько это. Вы где-то будете осторожны. И как вот этот мотылек, вот эта бабочка, да, будете настороже, вспорхнуть. Да? То есть что-нибудь не так, я вспорхну. Что-нибудь не так, я так как-то буду ускользать. Такое вот состояние, вот... Знаете, мужчина, возможно, будет так вот относиться как-то трепетно к вам. И вы будете вот в этом состоянии мотылька, да, проявите себя прекрасно. Вы прекрасно себя проявите. Что он из себя представляет? Стоит ли опасаться? Вот такое ваше первое будет впечатление. Но действие, обращение, разговор, вообще как будет развиваться эта встреча, она вас где-то, ну, вы будете в восторге. Вы будете действительно, вы сможете вот как-то открыться, раскрыться, ничего как-то не опасаясь. И в глазах этого человека вы будете видеть себя прекрасно. Не будет вот этого момента зажатости, не будет вот этого момента как-то вот напряжение. Вы будете себя чувствовать прямо расслабленно, вы будете себя чувствовать красивой. И все внимание этого мужчины, оно будет направлено в вашу сторону. А его вы увидите таким настоящим победителем, очень сильным, очень таким мощным мужчиной. Я вам скажу, что этот мужчина однозначно повыше вас. Он такой широкие плечи, большие руки. Он прямо вот рядом с вами, и он будет прямо как за вами ухаживать. И мне прямо проходит момент, что вы вот сидите за столиком, здесь прямо будет такая ситуация, и этот мужчина как бы кладет руку на спинку вашего кресла. Он как бы вас не обнимает, но вот эта энергия, она вам чувствуется, что мужчина желает вас приобнять, что мужчина желает к вам прикоснуться. Желание такого тактильного контакта с вами. Действительно очень приятная такая встреча, все внимание на вас, и у вас будет даже впечатление, да, как бы вам не скучно вдвоем, вам не скучно. И здесь прямо очень такое приятная первая встреча. Давайте посмотрим еще. Ох, да, разговор очень стремительный, такой настойчивый где-то мужчина. Не пасет задних, нет каких-то, знаете, своих забабахов. Очень даже он вам понравится. Очень такой стремительный, быстрый, активный. Желает вот общения, желает разговора. У вас очень так быстро завяжется разговор, и действия от этого мужчины, они будут очень такие активными. Не будет какой-то двойственной позиции, да, а будет понятно, что вы ему очень нравитесь. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, как будут развиваться ваши отношения.
Давайте посмотрим, как будут развиваться эти отношения. Вот прямо встреча — это компания. Вот ваша встреча — это прямо компания, мне идет, что вот есть еще какие-то люди. Эта встреча — это будет момент трансформации, это какое-то, знаете, своеобразное волшебство, какая-то новая прекрасная перемена, луч такой вот в вашу жизнь ворвется. Да, это такие, знаете, ухаживания первоначально, которые вот просто преображают мир. В полной мере вы входите в новый период своей жизни. И этот период — это не месяц, это не год, он неосягаемый, этот период. И вот с этим человеком вам будет очень интересно. И в полную меру, да, какая-то вот симпатия приобретает вот прямо чувственность определенную. И я вам скажу, что эта встреча, она как бы заканчивает, да, как закрывается одиночество и ваше, и этого мужчины. Вот эта встреча — это действительно начало нового и поиск пути к вашему сердцу. Этот мужчина будет за вами очень красиво ухаживать, и действительно эта встреча — это как начало ваших отношений. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, какое будущее ждет этих людей. Я вам скажу, что вам как ресурс будет давать сама судьба. Вот ресурс на развитие этих отношений. Вы даже после этой вот встречи, вы как связь образуется, и как-то все вовремя, и все как нуждаюсь, как нужна ты мне по судьбе, да? Ты нужна мне по судьбе. Ты нужна мне по судьбе. Да, и как-то вот какие-то моменты, как высшие силы ведут этого человека к вам. Вот видите, как он нужен тебе по судьбе, она нужна мне по судьбе, что и вы будете так думать, и так будет думать этот мужчина. И какие-то предыдущие раны, предыдущие отношения, они как-то вот останутся все позади. А этого человека, как для любви, для отношений, ведут высшие силы вам в жизнь. Вы рядом с ним прямо будете чувствовать себя единственной женщиной, прекрасной женщиной. Этот человек будет очень щедр к вам. И по Иерофанту у вас действительно очень большая перспектива на развитие этих отношений. Вы как проживаете какие-то особенные чувства. И здесь идет построение прямо настоящих отношений, когда очень много проговаривается. И рядом с этим человеком вы как чувствуете себя в безопасности, как он вас как бережет вас. Он вас как бережет, этот мужчина. Ну, давайте посмотрим еще, да. Вот развитие этих отношений. Покажи. Ай, мои дорогие, смотрите, Иерофант несет любовь в твою жизнь. Как, знаете, как заслужила. Выбрала правильный путь в своей жизни. И тебе, как женщине, Иерофант, высшие силы дают этого человека для большой любви. Вот такой вот у нас расклад, мои дорогие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви пусть наполняет ваши сердца и ваши дома. Смелого и благородного человека, настоящего защитника. Тот, который принесет только лучшее в вашу жизнь. До новых встреч!